Всем привет! Сегодня будем изучать основу ООП в Python. Что такое ООП? ООП это, можно сказать, определенный стиль написания кода, когда мы берем какие-то куски кода, разделяем их логически, засовываем их потом в объекты. С объектами вы уже наверняка встречались, я их использовал. Это, к примеру, вот, может, помните, при импорте импортировали объект match. Это является объектом, грубо говоря, это экземпляр класса. И он содержит свойства, методы. Методами называются это обычные функции, просто которые находятся внутри объекта. Вот match у него есть IP, то есть P. Это, можно сказать, свойство его. А get, так, смотрите, вот P это свойство его, можно сказать, оно просто константное, так сказать, в объекте, оно не меняется, все время возвращает один результат, и мы как бы мы его просто вызываем без скобочек, оно возвращает один результат. Либо мы, к примеру, используем sqrt, это функция, но внутри объекта называется метод, и мы сюда передаем какое-то число, и оно возвращает корень квадратный в итоге потом. Вот видите, оно вернуло корень квадратный числа. Так вот, с ООП вы будете встречаться практически в каждом языке, который, правда, не относится к базам данных или еще каких-то. Не, есть полностью функционально, есть даже наоборот, полностью языки, которые полностью ООП, такие как Java. Вы наверняка слышали. Итак, давайте начнем. Чтобы создать класс, в Python нужно использовать слово класс, потом идет название. К примеру, создадим класс car. Это будет car, как типа машина у нас. И, к примеру, какие у него свойства есть. Пусть будет у него свойство color. К примеру, оно будет равняться, к примеру, red, красный. У нас будет красный автомобиль. Какое у него еще свойство есть? К примеру, там колесо. Пусть дур будет дверь. И дверь большая, к примеру. Вот у нас есть car. Также у нас, к примеру, может быть другой объект, к примеру, человек или персона. Пусть будет person, очень популярно тоже. Вот, к примеру, person, у него будет имя, name, к примеру, будет Вася, не буду далеко ходить, придумывать. К примеру, у него будет, какие у него еще свойства. Пойдет пока что, name хватит. И вот, чтобы создать экземпляр класса, мы будем использовать следующее. Сейчас я создам экземпляр класса. Вот, экземпляр класса создается очень просто. Мы берем переменную, присваиваем ей название класса и вызываем две скобочки, как функцию, в общем-то, вызываем. Только это у нас не функция, а экземпляр класса. Если мы его распечатаем, то будет следующее. Так, я вызываю. Оно, видите, печатается просто типа это объект с ошибочкой. Видите, mine car object. Выпало как бы с ошибочкой печататься. Мы можем вызвать у него свойство color, распечатать. Вот видите, у нас красный red. Так, я побольше сейчас сделаю, чтобы увеличить чуть-чуть, чтобы вам было более наглядно. Так, это я очищу, чтобы не мешалось. Lesson. Вот. Видите, у нас красный red. Это его свойство вызвалось. Дальше. Так, чуть поменьше, то слишком много. Вот. Также мы можем вызвать его свойство dur. Вызываю dur. Так, dur. Так. Что-то у меня неправильно тут скопировалось. Вот. Dur. Видите, big у нас вызвалось. Также мы можем здесь переопределить свойства. К примеру, dur напишем вот так, small. И теперь у нас свойство поменялось, стало другим свойством. Допустим, дальше мы захотели создать еще один экземпляр класса car2. Также вызываем и печатаем его свойство dur. Здесь вы сейчас увидите то, что будет старое значение, так как если это два разных экземпляра класса.
два объекта. Они иногда называются экземпляр класса, может встречаться в теории, там, документации, но это два разных объекта. С этим, я надеюсь, разобрались. А person это будет уже содержать совершенно другие свойства. Он будет содержать свойство name у экземпляра класса person. Per, к примеру, вот, равен person. Итак, надеюсь, вы поняли, что у нас классы нужны для того, чтобы как-то разделять логику, чтобы код был более читабельным, красивым. В любой библиотеке все время используются какие-то объекты, классы, по импортированию и так далее. Вот вы с ними будете сталкиваться абсолютно, ну, постоянно, можно сказать, будете с ними сталкиваться практически всегда при работе с какими-то модулями. Итак, допустим, также вы каждому классу можно создать определенную функцию, которая вообще-то называется, ну, это как просто метод. Да, она называется методами, то есть, да. Ну да, можно сказать функцию, просто называется она в классах методами. К примеру, def get color, к примеру. И что она будет делать? Она будет возвращать нам color. Также в Python каждый метод должен содержать первым аргументом self. Это, грубо говоря, ссылка на текущий класс. Вот определенный такой синтаксис метода. Это синтаксис при работе с классами. Это, можно так сказать, определенный синтаксис в Python. В других, к примеру, если вы уже знакомы с другими языками, там вы такого навряд ли встречали, чтобы первым аргументом постоянно передавать self. Итак, что здесь происходит? Здесь у нас возвращается цвет. К примеру, вернем у второго кара цвет. Get color. Вот. И у нас, видите, опять вызвался и вернулся red. Для того, чтобы изменять как-то свойства, это у нас просто возвращение текущего свойства. К примеру, мы захотим поменять свойства. Для этого мы напишем слово self-red, то есть self-color, и передадим сюда переменную color. Обязательную переменную, без атрибута изначального. И здесь мы напишем следующее. Мы возьмем self-color текущего экземпляра класса цвет и передадим сюда color. Все, написали. И здесь, тут по аналогии, как вот здесь были, как вот до этого мы написали color, тут задавали dur, только здесь мы теперь напишем, допустим, color и выведем здесь color. К примеру, так, нет, вот так set color напишем. К примеру, green будет у нас. А здесь возвращаем color. Ну и здесь тоже вернем color. Мы можем, кстати, и так вернуть color, а можем с помощью такого действия, с помощью метода getColor вернуть цвет. И видите, у нас здесь поменялся цвет, а здесь у нас в другом экземпляре класса, вот в car2, все так же остался старый цвет. Грубо говоря, эти действия одинаково работают. Ну вот это, в общем-то, на сегодня все. Я вам рассказал, как базовый класс создать. Это базовые действия. У классов очень много разных действий есть и схем с работами с классами. Эти схемы будем изучать дальше. Но запомните, переменные в классе называются свойствами либо атрибутами, а функции называются методами. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.